Вы когда-нибудь задумывались, каково это – быть великаном на ринге и в реальной жизни? Андре Гигант не просто знал ответ, он жил на полную катушку. Сегодня вы узнаете, как его невероятные габариты бросали вызов не только противникам, но и самой судьбе. Трудно поверить, но в его истории найдется место и для грусти, и для искренней радости, ведь она заканчивается не совсем, как все думают. Да, у него есть дочь, и ее мир также окутан загадками, но с одним мы разберемся раз и навсегда. Передались ли ей гены великана, или ее сторона этой истории совсем другая? Готовьтесь к удивлению, ведь это истории, от которых мурашки бегут по коже. Андре Рене Русимов, известный всему миру как Андре Гигант, появился на свет 19 мая 1946 года в небольшом французском городе Куламье. Его родители были выходцами из Болгарии и Польши. Андре был третьим ребенком в своей семье, которая состояла еще из двух братьев – Антуана и Жака, и двух сестер – Элен и Марисет. Детство Андре проходило на семейной ферме. В раннем возрасте Андре выглядел абсолютно обычно и ничем не отличался от своих сверстников. Но к 12 годам его рост начал стремительно увеличиваться, и вскоре он уже не мог комфортно разместиться на сиденьях школьного автобуса. Для родителей этот факт не казался проблемой, ведь такой крупный ребенок мог гораздо больше помогать по хозяйству. Андре мечтал освоить игру на гитаре, однако его мечта так и осталась нереализованной из-за слишком крупных и толстых пальцев. Французская армия также не приняла его на службу. Медицинская комиссия признала его слишком крупным для службы, и подходящей военной формы для него попросту не нашлось. К 17 годам Андре достиг роста в 190 сантиметров, при весе 130 килограммов. Именно в этом возрасте он решил посвятить себя профессиональному рестлингу, который в те годы набирал все большую популярность. Переезд в Париж стал важным этапом в жизни Андре Рене Русимова. Там он начал работать грузчиком, параллельно продолжая тренироваться, стремясь воплотить свою мечту стать известным борцом. Выступая под псевдонимом Джиант Ферре, Андре участвовал в боях, организованных промоутером Фрэнком Валуа во многих странах мира, включая Францию, Великобританию, Австралию и Африку. Благодаря своим уникальным физическим данным он неизменно одерживал победы над соперниками, заслужив прозвище «Монстр Русимов». Заметивший талант Андре французский канадец Эдуард Карпантье убедил его родителей разрешить сыну переехать в Канаду, обещав, что там его ждут большие перспективы. В 1970 году Андре отправился в Японию, где получил известность под именем Монстер Андре. Во время медосмотра в Японии врачи диагностировали у него акромегалию – заболевание, характеризующееся чрезмерной выработкой гормона роста, приводящее к увеличению размеров тела. Эта болезнь была известна среди других известных рестлеров и актеров, таких как Игорь Вовковинский, Биг Шоу и Гигант Гонсалес, двое из которых скончались, не дожив до 50 лет. Врачам было ясно, что без хирургического вмешательства Андре вряд ли проживет дольше 40 лет. Однако, осознавая, что операция может лишить его тех уникальных качеств, которые сделали его звездой, Андре предпочел принять свою судьбу и жить так долго, как ему предначертано судьбой. Под псевдонимом «Гигант» Андре Рене Русимов начал сотрудничать с World Wide Wrestling Federation, став символом непобедимости на ринге. Его выступления в образе великана мгновенно привлекли внимание публики, особенно его противостояние с такими известными бойцами, как Джон Стат и Киллер Кхан. Андре быстро завоевал репутацию восьмого чуда света. Его знаменитые матчи с Халком Хоганом стали знаковыми моментами в карьере. Первый поединок, состоявшийся в 1987 году, завершился поражением Андре, но в следующем году он взял реванш, завоевав крупные призовые. Прогрессирующая болезнь сделала участие в одиночных матчах все более сложным испытанием для Андре, поэтому его чаще стали привлекать к участию в командных шоу. Тем не менее, он продолжал оставаться важной фигурой
фигурой в мире рестлинга. Помимо карьеры рестлера, Андре пробовал себя в кино. Он снялся в нескольких фильмах, сыграв роли Нестора Варгаса в «Зорро» и Дагота Конане Разрушителе. Однако самой известной его киноролью стал образ Феззика в фильме-сказке «Принцесса-невеста». Во время съемок сцены, где герой Андре должен был поймать героиню Робин Райт на руки, он использовал страховку из-за проблем с позвоночником, связанных с операцией. Несмотря на это, фильм остался незабываемым для поклонников. Боли, вызванные болезнью костей, заставляли Андре искать утешение в алкоголе. Из-за этого он получил неофициальный титул величайшего пьяницы. По словам друзей, он мог выпивать от 119 до 156 банок пива за один вечер. В Канаде Андре Рене Русимов получил прозвище «Андре Гигант», которое закрепилось за ним на всю оставшуюся жизнь. Он успешно продвигался в своей карьере, одерживая одну победу за другой. В 1974 году его имя попало в Книгу рекордов Гиннесса как самого высокооплачиваемого рестлера того времени. Однако за кулисами его нередко называли «величайшим пьяницей на земле». Это прозвище возникло не случайно. Мало кто мог бы посоревноваться с Андре в количестве выпиваемого алкоголя. Говорят, что однажды он смог выпить целых 42 литра пива за 6 часов. В одном из документальных фильмов двое знакомых Андре рассказали, что лично наблюдали, как он за один вечер осушил более 73 литров пива. Одним из самых известных эпизодов, связанных с его карьерой пьяницы, стал тот вечер, когда Андре, находясь в лобби отеля, выпил 127 банок пива и уснул прямо за столиком. Пытаясь переместить гиганта, сотрудники отеля поняли, что это невозможно, и оставили его спать на месте. Проснувшись утром, Андре продолжил день, словно ничего необычного не произошло. Документальный фильм, вышедший в 2018 году, раскрыл подробности жизни Андре Гиганта, объяснив, почему он вел столь необычный образ жизни. Главной причиной было постоянное чувство боли, особенно в области спины и коленей. Его суставы не справлялись с огромным весом и ростом, что делало каждую минуту его жизни испытанием. Медицина могла предложить частичное решение проблемы – операцию на гипофизе, которая остановила бы дальнейший рост и дала бы организму шанс адаптироваться. Однако Андре решительно отверг эту идею. Весь его успех и слава основывались на его огромных размерах, и мысль о том, чтобы уменьшить свое тело хирургическим путем, казалась ему недопустимой. Но физическая боль была не единственным испытанием. Окружающий мир не был создан для человека его масштаба. Обычные автомобили, лифты и даже двери оказывались слишком маленькими для него. Поэтому Андре построил дом, где каждая деталь, от дверных проемов до мебели, была сделана специально для его гигантского телосложения. Одежда и обувь также изготавливались на заказ, учитывая огромную нагрузку на ноги такого крупного человека. Даже путешествия становились настоящим испытанием. Во время авиаперелетов Андре занимал сразу 2 кресла, а посещение туалета на борту самолета было для него практически невозможным. Экипажу приходилось закрывать его тканью и давать ведро, чтобы он мог справиться с физиологическими потребностями, не покидая кресла. Эти постоянные неудобства сильно влияли на психологическое состояние Андре. С одной стороны, его карьера строилась на его уникальном размере, но с другой, каждодневные напоминания о том, что он не вписывается в обычный мир, подрывали его уверенность в себе. Друзья Андре считали, что именно эта двойственность толкала его к алкоголю как к средству отвлечься от реальности. Андре Гигант, будучи самым высокооплачиваемым рестлером мира, вращался в кругу выдающихся спортсменов и актеров. Среди его близких друзей были такие известные личности, как Мохаммед Али, Арнольд Шварценеггер и Питер Майвиа, дедушка голливудской звезды
Дуэйна Джонсона. Андре ушел из жизни 28 января 1993 года в гостиничном номере, куда он прибыл на похороны своего отца. Ему было 46 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Его организм больше не мог справляться с нагрузкой, обусловленной весом в 255 килограммов и ростом 2,24 сантиметра. К тому моменту он уже завершил свою спортивную карьеру и перестал выступать на ринге в 1992 году. Родственники хотели похоронить Андре рядом с его отцом, но согласно его завещанию, тело было кремировано, а прах развеян на принадлежащем ему ранчо в Элербе. Это место было особенным для Андре. Здесь он находил покой, ухаживая за животными и проводя время со своей любимой собакой. После кончины Андре Гиганта все его имущество перешло к дочери Робин. При жизни рестлер редко общался с дочерью и не признавал ее официально, поскольку никогда не был женат на ее матери. Личная жизнь Андре Гиганта окутана тайнами, и известно о ней совсем немного. Официально он никогда не был женат. Однако у него есть дочь от Джин Кристенсен, Робин Кристенсен Русимова. Отношения Андре с Джин, бывшей моделью, впоследствии работавшей журналисткой, оказались непродолжительными. После короткого периода совместной жизни пара распалась, и неизвестно, заключали ли они официальный брак. Есть упоминания о каком-то свадебном ритуале, но юридически это нигде не подтверждено. Скорее всего, они расстались задолго до рождения их общей дочери, появление которой стало неожиданностью для обоих. Джин рассказывала журналистам в начале 90-х годов, что считала своего партнера бесплодным. Сначала Андре отказывался признать себя отцом ребенка, и понадобился анализ крови, чтобы установить его отцовство. Позже он начал выплачивать Джин алименты в размере $750 в месяц, постепенно увеличив эту сумму до $1000. Робин Кристенсен Русимова, родившаяся в 1979 году, хоть и была в итоге признана своим знаменитым отцом, Андре Гигантом, редко получала от него внимание и поддержку. По словам ее матери, Джин Кристенсен, за первые 12 лет жизни Робин встречалась с отцом всего 4 раза. Первый раз в младенческом возрасте, второй, когда ей было около 1,5 лет, третий – в 4 года и последний раз в ноябре 1991 года, когда встреча длилась всего 5 минут. По мере взросления Робин осознавала, что ее знаменитый родитель остается для нее практически незнакомцем. В одном из интервью она сказала: «Он вроде как мой отец, но одновременно и нет. Вы понимаете?» Взрослея, Робин продолжала испытывать смешанные чувства к отцу. Она пыталась узнать о нем больше, общаясь с его коллегами-рестлерами, но, как признала в разговоре с CBS Sports в 2015 году, если ты не принадлежишь к этой индустрии, крайне сложно добиться откровенности. Тем не менее, Робин допускала мысль, что если бы Андре жил дольше, возможно, их отношения могли бы стать ближе. Несмотря на все, Андре позаботился о дочери в своем завещании, оставив ей значительную часть доходов от продажи своих товаров, которыми она пользуется и по сей день. Внешнее сходство Робин с Андре заметно. У нее маленькие глаза, массивный подбородок и крепкие скулы. Признаки гигантизма также отразились на ее внешности. Рост Робин составляет 180 сантиметров, а вес превышает 100 килограммов. Сегодня Робин известна под прозвищем «Дочь Андре Великого», которое она приняла, продолжив путь своего отца в рестлинге. Работая в WWE, она зарабатывает около $500 тысяч в год. Однако, в отличие от своего легендарного родителя, Робин не стремится к публичной жизни и старается избегать общения с прессой. Личную жизнь она держит в строгом секрете, и известно, что она никогда не была замужем. В 2024 году Робин отметила свой 45-й день рождения и продолжает наслаждаться жизнью. Она ценит свободу и часто путешествует, игнорируя общепринятые стандарты. Робин Кристенсен Русимова активно участвует в проектах, связанных с именем и образом ее отца, Андре Гиганта, будь то видеоигры или товары. Она также поддерживает тесные связи с WWE.
В 2017 году Робин посетила мероприятие WWE SmackDown, где встретилась с Натальей Нейтхарт, дочерью бывшего соперника Андре, Джима Нейтхарта. В интервью Sports Illustrated в 2020 года Робин рассказала о самом известном кинематографическом проекте своего отца – фильме «Принцесса-невеста» 1987 года. Она призналась, что впервые узнала о его участии в этом фильме, увидев на экране в образе великана Феззика. «Когда мама привела меня на этот фильм, я до сих пор помню момент, когда они решили похитить Лютика. Я тогда воскликнула: «Это мой папа», — вспоминает Робин. Отец был невероятно горд этой ролью. В некотором роде он воплотил самого себя в этом персонаже. Он был таким добрым. Все вложили столько души в свою работу, и это было очевидно. Также Робин упомянула, что ее отец сотрудничал с такими талантливыми актерами, как Мэнди Патинкин и Кэрри Элвис, который впоследствии пригласил ее на просмотр фильма в Бруклине. Из всех людей, с которыми он работал в мире рестлинга и киноиндустрии, Кэрри был тем, с кем мне особенно приятно говорить о моем отце, поделилась Робин с CBS Sports. В 2018 году, когда вышел документальный фильм «Андре Гигант», Робин дала несколько интервью. Она выразила надежду, что картина поможет поклонникам лучше понять, каким человеком был ее отец, не только как Андре Великий, но и просто как человек. «Эта личность никогда не имела для меня большого значения», — говорит Робин. «Когда я видела его, он был моим папой, ведь я наблюдала за ним вне ринга. Я не следила за матчами, но видела его за кулисами. Поэтому я видела его до и после, но не во время. Он действительно был добрым гигантом». Безусловно, Робин Кристенсен-Русимова стала достойным продолжателем дела своего великого отца, несмотря на все сложности в их отношениях. Возможно, Андре Гигант, смотря с небес на свою дочь, испытывает искреннюю гордость за нее. А у меня, друзья, есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр.